Привет, друзья! В этом видео я покажу, как плести яркие ленты из бисера на самодельном станке. Такие ленты можно использовать для изготовления фенечек и браслетов на руку, закладок для чтения книг, а также длинных лент на шею для крепления рабочего бейджика. В первой части видео я расскажу, как можно очень быстро и просто изготовить станок для бисероплетения из обычной картонной коробки. Во второй половине урока вы увидите процесс плетения и узнаете один из способов закрытия бисерного края. Для работы понадобятся ножницы, картон, линейка, карандаш или ручка, специальные прочные нитки для бисероплетения, тонкая игла для бисера, скотч и, конечно же, бисер. Итак, начнем с изготовления картонного станка. Для этого можно взять кусок плотного картона от любой ненужной коробки. Для изготовления браслета или фенечки на руку необходимо вырезать прямоугольник с шириной 10 и длиной 20 см. Для изготовления бисерной ленты под бейджик понадобится более длинный шаблон станка с шириной от 10 см и длиной 40 или 50 см, в зависимости от желаемой длины изделия. После того, как станок вырезан, берем его более короткие стороны, то есть там, где ширина 10 см, и рисуем черточки, расстояние между которыми 2-3 мм. Нарисовать нужно от 10 до 30 таких черточек. Чем больше бисерин в схеме по ширине рисунка, тем больше необходимо сделать таких черточек. Дальше острыми ножницами делаем надрезы по этим отметкам на глубину 3-4 мм. Станок для бисероплетения готов. Приступаем к плетению. Берем тонкую и очень прочную капроновую нить, а еще лучше специальную нить для бисероплетения, которая продается в любом рукодельном магазине. Конец нити располагаем с изнаночной стороны картона и проходим ниткой через первое отверстие. Дальше, придерживая пальцем кончик нити, наматываем ее вокруг станка, попадая поочередно в проделанные надрезы. Количество оборотов вокруг станка и, соответственно, количество натянутых с лицевой стороны нитей должно быть на 1 больше, чем количество бисерин по ширине схемы. Например, у меня в схеме 7 бисерин. Это означает, что оборотов нити должно быть 8. Связываю концы нитей на изнаночной стороне работы и закрепляю скотчем. Дальше берем бисерную иглу и продеваем в ушко отрезок нити примерно 1 метр в одно сложение. Привязываем конец нити к любому краю, желательно ближе к надрезам. Кончик нити прячем на изнаночную сторону картона, чтобы он нам не мешал. Для плетения заранее нужно подобрать подходящий по схеме бисер. Я использую чешский бисер 10 размера. Если взять китайский, то изделие получится с неровными краями из-за разной величины бисерин. Набираю на иглу по схеме первый ряд из 7 бисерин. Завожу иглу под все нити основы и провожу вместе с бисером под низ. Теперь выравниваю каждую бисерину в ячейку между нитями. Это будет сложно только в первых 3 рядах. Дальше бисер как бы сам будет попадать в ячейки. После того, как распределила бисер, прохожу иглой через весь ряд сверху, заходя в каждую бисерину по порядку. Важно следить, чтобы игла проходила строго над нитями основы. Тогда бисерины будут укладываться ровно и без явных выпуклостей. По такому же принципу набираю по схеме второй ряд и завожу под низ, распределяя бисер по ячейкам. Снова прохожу иглой сверху через весь ряд. Повторяю эти же действия во всех последующих рядах. Снова прохожу иглой сверху через весь ряд. Как видно, бисер уже легче попадает в ячейки. Для того, чтобы было удобнее заводить иглу под нити, можно вырезать кусочек картона и положить его под нитями основы для большего их натяжения. Продолжаю плетение по схеме, пока не закончится нить.
Когда нить заканчивается, ее нужно спрятать в верхних рядах. Оставшийся кончик нити нам уже не нужен, мы его обрезаем ножницами. В иглу продеваем новую нить и также через проплетенные ряды закрепляем ее на полотне, выводя в последний ряд. Конец нити также обрезаем и плетем дальше по схеме. Когда плетение завершено, снимаем скотч. Держась сразу за все нити основы, передвигаем конец плетения ближе к середине, чтобы было удобнее с ним работать. Для окончания бисерной ленты нужно сделать еще 2 ряда, каждый из которых будет на 2 бисерины меньше предыдущего. То есть, если по схеме у нас 7 бисерин, то в последующем ряду их будет 5, а в последнем 3 бисерины. Убавление будем делать в каждом ряду справа и слева по одной бисерине. Провожу иглу с ниткой пока без бисера под низ первой нити основы и вывожу сверху. Затем ввожу иглу в первую бисерину предыдущего ряда и набираю на иглу 5 бисерин центральной части схемы текущего ряда. Провожу иглу только под 6 нитями основы, то есть не захватываю первую и последнюю нити. Как обычно, распределяю бисер по ячейкам. И теперь, внимание, закрепляю нить одним оборотом за верхний ряд, проводя иглу между бисеринами снизу вверх. Это нужно сделать для того, чтобы край ленты не растягивался и уголок получился более прочным. Теперь, как обычно, провожу нить сверху над нитями через все 5 бисерин. Предпоследний ряд готов. Теперь повторяю те же действия в следующем ряду. Провожу иглу без бисера под низ второй от края нити основы и вывожу сверху. Ввожу иглу в первую от края бисерину верхнего ряда и вывожу вверх. Набираю на иглу 3 бисерины центральной части схемы последующего ряда. Провожу нить с бисером под 4 нитями основы, минуя первые 2 и последние 2 нити. Закрепляю нить одним оборотом, цепляя за предыдущий ряд. И снова провожу иглу сверху через все 3 бисерины. Оставшийся кончик нити прячу в верхних рядах, проводя иглу между бисером. Конец нити нам больше не понадобится, мы его обрезаем ножницами. Плетение уголка окончено. Теперь аналогичным образом делаю закрытие второго конца ленты. Покажу все еще раз с самого начала. Отрезаю новую нить длиной 1 метр. Первый конец нити вдеваю в иглу, а второй привязываю к плетению. Провожу иглу через ряд бисера к началу плетения. Провожу иглу сначала под первую нить основы и вывожу сверху. Затем ввожу в первую бисерину и тоже вывожу сверху. И набираю на иглу 5 бисерин центральной части схемы текущего ряда. Провожу иглу с бисером под 6 нитями основы, минуя первую и последнюю нить. Распределяю бисер по ячейкам и делаю закреп за верхний ряд. Снова пропускаю иглу через весь бисер. Теперь делаю последний ряд уголка. Провожу иглу под вторую нить основы. Завожу иголку в первую бисерину предыдущего ряда, вывожу сверху. Набираю на иглу 3 бисерины последнего ряда. Провожу нить с бисером под 4 нитями основы, минуя первые 2 и последние 2 нити. Закрепляю нить одним оборотом, цепляя за предыдущий ряд.
И снова провожу иглу сверху через все 3 бисерины. Кончик нити прячу в предыдущих рядах, проводя через все ряды бисера. И в конце обрезаю ножницами. Когда второй бисерный край закрыт, я аккуратно снимаю плетение со станка. Нити основы перерезаю посередине. Концы нитей основы связываю между собой на пару узелков, чтобы лента не распустилась. Затем вдеваю каждый конец нити в иголку и поочередно прячу между бисеринами. Для большей прочности оплетаю всю ленту по периметру более толстой капроновой нитью или бисерной нитью в 4 сложения. Этой же самой ниткой пришиваю застежки на оба конца ленты. Изделие готово, можно пользоваться. Если вам оказалось полезным мое видео, буду благодарна за лайк и подписку на мой канал. Ведь каждый ваш клик делает канал лучше. Спасибо за просмотр, пока!